15 января 1981 года по 15 марта 1984 года 3 искателя истины получали словесные передачи, изложенные в этой книге. Послания, как вы увидите, исходили от цивилизации внеземных существ, которые назвали себя Ра. Книга «Контакт Ра. Учение закона одного» содержит полную, исправленную и отныне объединенную запись этого 3-летнего периода контакта с Ра. Это введение не ставит перед собой целью подробно описать контакт или его философию. Цель этого раздела – просто предложить читателю краткий обзор того, как произошел этот контакт, немного рассказать об источнике, с которым общались Дон Элкинс, Карла Рюкерт и Джим Маккарти, и кратко обрисовать то, как этот источник описывал метафизическую реальность. Данное введение не является обязательным для чтения и понимания этой книги. Оно предлагается в качестве средства для ориентации и подготовки к предстоящему путешествию. О самих Ра. В древней истории Земли Ра известен как египетский бог солнца. Однако Ра утверждают, что когда они посещали египтян, то пришли к ним как братья и сестры, а не как боги. Они решили посетить египтян потому, что эта цивилизация развила культуру и систему мировоззрения, подготовившую их для понимания концепции закона одного. Такая готовность к закону одного привлекла к ним Ра, чтобы они смогли послужить учителями этих принципов. Ра сообщают, что их усилия помочь этой конкретной культуре были неправильно поняты и искажены. Египтяне, в частности царская элита, которая зарезервировала это послание исключительно для себя, лишили это сообщение неотъемлемого качества сострадания, исказив философию единства всего сущего. Поэтому Ра удалились из опыта египтян, однако с тех пор и до нашего времени они продолжали наблюдать за происходящим на Земле со стороны. Именно многолетнее стремление Ра исправить искажения, привнесенные в закон одного в тот период времени, привело их к установлению контакта с нашей группой. Но это была не единственная причина. Ра вступили в контакт с нашей группой еще и потому, что Земля подходит к концу основного цикла эволюции продолжительностью в 75 тысяч лет, и многие из жителей планеты готовы перейти на следующую эволюционную ступень, которую Ра называют 4-й плотностью, плотностью любви и понимания. Они пожелали быть полезными в это переходное время и поэтому откликнулись на мольбу о помощи и служении, исходящую с этой планеты. Ра сказали, что они из 6-й плотности и являются, по их словам, комплексом социальной памяти. Это то, чем становится планетарное население в плотностях эволюции выше нашей собственной. В рамках такой структуры мысли, воспоминания и опыт каждого индивидуума известны и доступны всей группе. То есть весь социальный организм состоит из множества отдельных индивидуумов, каждый из которых, в свою очередь, имеет доступ к общему для группы архиву памяти и индивидуальных данных. Согласно Ра, население Земли сформирует свой собственный комплекс социальной памяти после завершения перехода в 4-ю плотность. Подобно тому, как отдельные существа эволюционируют со временем, комплекс социальной памяти тоже эволюционирует, трансформируясь и становясь более сплоченным по мере успешного усвоения уроков каждой последующей плотности эволюции. Для Ра, представляющих собой комплекс социальной памяти, не существует различия между отдельным человеком и всей группой. Это означает, что когда мы общались с Ра, мы обращались к одному индивидуализированному представителю комплекса социальной памяти. А поскольку каждый в этой группе имеет доступ к совместному разуму, то получалось, что мы общались со всеми 6,5 миллионами участников комплекса социальной памяти Ра. Ра также является частью более крупной группы под названием «Конфедерация планет, служащих единому бесконечному Создателю»,
которая состоит из многих других комплексов социальной памяти с других планет нашей локальной части галактики Млечный Путь. По словам Ра, члены конфедерации на протяжении некоторого времени предоставляли свои услуги через ченнелинг и с помощью других средств для различных людей и групп по всему миру. Их взаимодействие с этой планетой уходит корнями в наше глубокое доисторическое прошлое. Наша группа находилась в контакте с различными членами этой конфедерации с тех пор, как мы начали свою работу в 1962 году. Основным посланием конфедерации всегда было следующее. Мы живем во Вселенной единства. Мир, каким мы его воспринимаем, является иллюзией. Мы здесь для того, чтобы научиться дарить и принимать любовь. И медитация является одним из главных средств для открытия Создателя, который живет в каждом из нас. В ходе этой беседы Ра, конечно, взяли на себя ответственность за свою точку зрения, но при этом отказались от позиции авторитета, указав, что то, чем они могут поделиться, это лишь их точка зрения, то, что они назвали несколько иным ракурсом в отношении информации, которая всегда является одной и той же. Они не хотели, чтобы их называли источником этой информации. Вместо этого они специально попросили, чтобы их назвали скромными посланниками закона одного. В своем заявлении они признают собственные ограничения и выражают почтение к своей связи с единой истиной, которая превосходит, но при этом включает в себя всякую мнимую часть индивидуальности во всей Вселенной. Мы призываем ищущего не отвлекаться от единого бесконечного источника любви и света, посланниками которого мы все являемся, смиренно осознавая, что мы сами по себе — лишь мельчайшая часть Создателя, маленькая частичка великого целого бесконечного сознания. Закон одного и его космология. Ра таким образом озвучили закон одного. На самом деле не существует правильного или неправильного, не существует полярности, ибо все будет в какой-то момент, как вы бы сказали, согласовано в вашем танце комплекса ум, тело, дух, которым вы в настоящее время забавляетесь, искажая себя различными способами. Это искажение ни в коем случае не является необходимым. Оно выбрано каждым из вас в качестве альтернативы для того, чтобы понять полное единство мысли, которое связывает все вещи. Вы не говорите о схожих или в чем-то похожих существах или вещах. Вы — это каждая вещь, каждое существо, каждая эмоция, каждое событие, каждая ситуация. Вы — единство. Вы — бесконечность. Вы есть любовь, свет. Свет — любовь. Вы есть. Это закон одного. В этой книге Ра ставит нас перед лицом той же самой основной истины, о которой на протяжении веков говорили мистики со всех концов света, об удивительном осознании того, что единый бесконечный Создатель присутствует внутри нас и существует во всем и везде. Фактически, закон одного утверждает, что нет ничего такого, что не являлось бы Творцом и что находилось бы вне этого фундаментального единства. Ра сообщает, что Творец создал из себя бесконечное творение с целью познания и переживания себя. Эта разумная бесконечность, как выразились Ра, породила из своего собственного существа галактики, звезды, планеты, таких сущностей, как мы сами, тьму и свет, любовь и страх, все оттенки смысла и опыта, все способы мышления и деятельности, а также все остальное, реальное и воображаемое на каждом плане существования. И она снабдила каждую видимую часть этого творения фундаментом свободной воли, способностью учиться, расти, создавать намерения, адаптироваться, совершать эволюционный выбор, прокладывать обратный путь для своего опыта к Создателю. Во время нашего духовного путешествия мы реализуем свою свободу воли, выбирая способы для постепенного, более ясного познания себя. И рано или поздно мы дорастаем до единства с единым Творцом.
По мере того, как все бесчисленные сущности в бесконечном творении проходят этот путь, единый Создатель познает себя невообразимыми и бесконечными способами благодаря каждому свободному выбору, сделанному каждой частью творения. Путешествие, которое совершает каждая душа, согласно Ра, проходит через бесконечную систему октав. Каждая октава делится на 7 восходящих плотностей или концентраций света. В первой плотности нашей нынешней октавы огонь и ветер учат землю и воду формироваться таким образом, чтобы создавать основу для последующей биологической жизни. Вторая плотность — это уровень сознания, на низшей ступени которого обитают бактерии и одноклеточные организмы, а на высшей — растения и животные. Уроки этой плотности включают в себя переход от случайных изменений, характерных для первой плотности, к более согласованной осознанности, способствующей росту и направленному движению. Прогрессируя по мере прохождения через вторую плотность, сущности начинают стремиться к следующей плотности самосознания, и по мере пробуждения комплекса духа становится возможным их переход в третью плотность. Согласно данным Конфедерации, Земля и ее человеческое население в настоящее время приближаются к концу цикла третьей плотности. В этой плотности, плотности выбора, мы обладаем более высокоразвитым самосознанием, включающим разум, тело и впервые полностью активизированный дух. Функция этой плотности заключается в том, чтобы поляризовать наше сознание и выбрать нашу форму любви, нашу форму служения. На одном конце спектра поляризации находится служение себе, исключительная любовь к себе, которая отвергает всеобщую любовь и стремится контролировать, манипулировать, эксплуатировать и даже порабощать других на благо себе. На другом конце спектра находится служение другим, любовь не только к себе, но и ко всем другим. Служение другим ищет и воплощает универсальную, безусловную любовь, во всем видит Создателя и поддерживает свободную волю каждого. Впрочем, наша жизнь не является настолько черно-белой в ходе нашего стремления к тому или иному концу спектра полярности сознания. В созвучии с различными традициями земных духовных учений Ра сообщает, что мы движемся к новому веку или тому, что Ра назвали сбором урожая для перехода в четвертую плотность любви и понимания. Именно в этой плотности рождается комплекс социальной памяти. Там мысли становятся вещами, любовь становится видимой, а позитивная и негативная полярности отделяются друг от друга, чтобы обитать в среде, которая больше подходит и соответствует каждому из этих разных курсов эволюции. Пятая плотность — это плотность света, где мудрость становится фокусом и критерием для перехода в следующую плотность. Шестая плотность приводит в равновесие и объединяет любовь, изученную в четвертой плотности, со светом, мудростью, усвоенным в пятой плотности, и порождает способность служить другим более действенную, чем любовь или мудрость по отдельности. Седьмая плотность относится к сфере опыта, которую еще труднее описать. Согласно Ра, это плотность вечности, и здесь мы начинаем переходить в полную гармонию с единым Создателем. Восьмая плотность представляет собой полное слияние всего творения с единым Творцом и может рассматриваться как первая плотность следующей октавы, подобно расположению нот на музыкальной шкале. Плоды этой октавы в конечном итоге дадут начало следующей октаве плотностей, плоды которой дадут начало еще одной октаве плотностей и так до бесконечности. Как возник контакт с Ра? Дон Элкинс начал задавать большие вопросы о жизни, когда учился в средней школе. На фоне ежедневного чтения, письма и арифметики он задумывался, в чем смысл жизни, насколько велика Вселенная и как она устроена, о чем нам еще неизвестно. Это желание понять и собрать воедино кусочки головоломки не ослабевало на протяжении всей его инкарнации.
В своей профессиональной жизни Элкинс стал профессором в области инженерного машиностроения и физики, а в личной жизни – упорным исследователем НЛО, вопросов реинкарнации и других областей, которые можно объединить под названием «паранормальное». Он понимал, что современная наука не в состоянии раскрыть фундаментальные механизмы и цели Вселенной, поэтому он обратился к этим областям в поиске ответов, которые не могла дать наука. Карла Л. Рукерт была человеком с детства одаренным блестящим интеллектом и глубокой личной верой. По последнему пункту она называла себя епископалкой с колыбели и впоследствии христианкой мистического направления. Что касается первого, то Карла была не по годам развитым ребенком, который отлично учился в школе, справляясь с любым предложенным ей тестом. И самое главное, несмотря на трудные условия, в которых она выросла, Карла излучала любовь к жизни. Она жила, чтобы танцевать, петь, общаться с природой и быть воплощением жизни, посвященной служению и преданности. Она была настолько верна позиции любви, что люди часто принимали ее за простодушную или наивную, что вызывало у некоторых из них желание защитить и оградить Карлу от мира, который, по их мнению, был менее чистым, чем она сама. В конце 1961 года Дон получил небольшой коричневый том под оригинальным названием «Коричневый блокнот», который был составлен Уолтом Роджерсом из Детройта, штат Мичиган, человеком, который до этого лично повстречался с пришельцем из НЛО. После этой встречи мистер Роджерс продемонстрировал сохранившийся телепатический контакт с этим субъектом, явление, о котором часто сообщалось в 50-х годах при подобных встречах. В заполненном Роджерсом коричневом блокноте содержалась информация о метафизической природе реальности, полученная от предполагаемых внеземных источников. Там также описывалось, как группа людей, медитирующих вместе на регулярной основе, может получать подобную информацию через телепатический контакт с внеземными существами. Элкинс был настолько впечатлен совпадениями между ченнелинговым материалом в блокноте и его собственной работой, что, основываясь на этой информации, он решил провести эксперимент с дюжиной своих студентов-физиков в Луисвилле, штат Кентукки. Новости об этом достигли ушей подруги одного из этих студентов. В то время она как раз прониклась любовью к медитации и интересом к безмолвию, и поэтому попросилась поучаствовать. Ее звали Карла Л. Рукерт. Дон не сказал группе, что может произойти, только сообщил, что, возможно, произойдет что-то интересное, если они будут медитировать вместе. На самом деле он пытался провести научный эксперимент, чтобы проверить, получат ли студенты внеземной телепатический контакт без всякого на то указания. По прошествии некоторого времени, когда не было получено никаких результатов, Уолт Роджерс посетил группу и провел ченнелинг своего источника, Хаттона, с которым он встречался лицом к лицу. Хаттон сказал, что они пытались провести ченнелинг через некоторых участников группы Дона, но студенты не знали, что то, что они воспринимали, но не озвучивали, исходило от инопланетян. Элкинс счел, что это событие свело на нет научную обоснованность эксперимента, но тем не менее эксперимент начал приносить результаты. После этого визита все члены группы, кроме Карлы, научились ченнелингу. Она предпочитала безмолвную медитацию. После этой встречи Карла и Дон некоторое время шли разными путями, но в конце концов они воссоединились и в 1968 году официально объединились для совместной миссии исследования и поиска. 2 года спустя они создали компанию LL Company, которая в 1976 году была переименована в LL Research. И именно в 1974 году, через 12 лет после того, как Карла присутствовала на первом эксперименте Дона по ченнелингу, Дон попросил Карлу принять на себя обязанности по осуществлению ченнелинга. Не случайно, именно в том же году Элкинс начал сохранять, а не выбрасывать или снова использовать, кассетные записи сессий ченнелинга. Благодаря способностям Карлы к ченнелингу, а также усовершенствованиям, которые она внесла в первичные протоколы ченнелинга Дона,
послания совершили скачок на качественно новый уровень. В числе этих усовершенствований Карла разработала крайне важные процедуры настройки инструмента и проверки контакта, которые стали отличительными чертами стиля ченнелинга LL Research. В 1978 году Джим Маккарти жил автономно в бревенчатом домике, который он построил на 132 акрах земли в лесах центрального Кентукки. Однажды вечером, слушая по своему радиоприемнику на батарейках станцию WKQQ, вещающую из Лексингтона, штат Кентукки, он услышал интервью с Доном Элкинсом и Карлой Рукерт на тему НЛО. Увлеченный, Джим надеялся однажды встретиться с ними. Год спустя его желание исполнилось, когда его познакомили с Доном и Карлой местные фермеры, знавшие их. После того, как в течение года он каждое воскресенье вечером ездил в Луисвилл, чтобы посетить их ченнелинговые медитации, Дон и Карла пригласили Джима присоединиться к ним, чтобы помочь в исследованиях. Джим переехал к ним 23 декабря 1980 года. 23 дня спустя, 15 января 1981 года, во время того, как Карла обучала одного из студентов ченнелингу, голос заговорил через Карлу и произнес «Я есть Ра». До этого сеанса все ченнелинги Карла проводила в сознании, но, служа инструментом для ченнелинга Ра, она полностью впала в бессознательное состояние. Каким-то образом, который ни Дон, ни Карла, ни Джим так до конца и не поняли, она покинула свое тело для осуществления контакта с Ра, после чего Ра смогли дистанционно и механически управлять голосовыми связками Карлы, чтобы произвести ответы на вопросы Дона. На каждом следующем из 105 сеансов, которые последовали за первым, Карла погружалась в бессознательное состояние, совершенно не зная, какая информация поступает через нее. Только после 23-го сеанса Дон начал показывать ей стенограммы речей Ра. До этого он скрывал их от нее, дабы сохранить научную достоверность контакта. Контакт с Ра был таким квантовым скачком в плане глубины знания и широты видения, что Дон, Карла и Джим полностью посвятили себя этому контакту в течение следующих 3 лет и 2 месяцев. Беседа с Ра. Контакт с Ра происходил только в формате вопрос-ответ. Они считали, что такой формат был наилучшим с точки зрения гарантии того, что свободная воля каждого человека в группе не будет ущемлена. Ра описали свой контакт как узкополосный, что означало несколько вещей. Во-первых, для поддержания контакта требовалась высокая степень концентрации и дисциплины. Во-вторых, качество информации было гораздо более точным и глубоким, чем при сознательном ченнелинге. И в-третьих, они хотели сосредоточиться главным образом на философии и вечных духовных принципах, что означало отказ от информации приходящего характера, не имеющей долговременной ценности. Ра выбрали для общения Дона, Карлу и Джима, конечно же, потому что Дон и Карла годами практиковали и совершенствовали процесс ченнелинга. Но что более фундаментально, они выбрали этих 3 искателей, потому что как группа те пребывали в глубокой, устойчивой, почти не требующей усилий гармонии. Не меньшее значение имела абсолютная чистота желания Карла и ее полная преданность служению единому бесконечному Создателю, особенно в форме коммуникации, а еще в большей степени в виде ченнелинга. Эти факторы способствовали контакту с Ра в стабильном режиме, что в итоге привело к 106 сеансам, посвященным изучению закона одного. Подготовка к контакту с Ра начиналась за ночь до проведения каждого сеанса. Дон, Карла и Джим медитировали вместе, а затем прорабатывали предыдущий сеанс, формулируя новые вопросы, адресованные Ра. Было обнаружено, что передача сексуальной энергии удлиняет сеансы Ра за счет увеличения жизненной энергии Карлы. Поэтому Карла и Джим, уже установившие интимные отношения, посвящали эту передачу единому Создателю и контакту с Ра. Утром, в день сеанса, Дон, Карла и Джим съедали легкий завтрак,
а затем Джим делал Карле массаж спины, чтобы удержать артритные боли, которые неизбежно появлялись от ее неподвижного лежания в течение часа. Между завтраком и сеансом они вместе медитировали в гостиной, и во время этой медитации Дон часто получал еще 1-2 вопроса к Ра. Затем они удалялись в комнату Ра и устраивали Карлу на кровати в центре комнаты. Джим устанавливал 3 магнитофона, чтобы гарантированно получить успешную запись. Дон вымерял то, что Ра называли принадлежностями – Библию, благовония, кубок с водой и свечу, чтобы убедиться, что они расположены оптимально в соответствии с инструкциями Ра. Эти предметы были выбраны Ра по причине их личной значимости для Карлы, поскольку она служила в алтарной гильдии своей церкви и каждое воскресенье украшала алтарь этими предметами. Они приносили ей глубокий комфорт, в то время как она покидала свое тело. Ра передали группе ритуал защиты под названием «Круг одного», в котором Дон и Джим должны были ходить вокруг Карлы, повторяя слова, выражающие их желание служить другим. После этого Дон усаживался в свое кресло и просматривал вопросы к Ра, а Джим садился на свое место и начинал медитацию, которая продолжалась на протяжении всего сеанса. Он визуализировал свет, проходящий через энергетические центры Карлы от макушки головы до ступней ног. Через 1-2 минуты после завершения круга одного Ра начинали сеанс. Во время 3-летнего контакта с Ра Дон смог задать Ра более 2600 вопросов. Их ответы позволили ему собрать воедино многочисленные фрагменты головоломки, которые были ему необходимы, чтобы наконец ответить на свои самые большие и животрепещущие вопросы. Искатель ищет единого. Ра сказали, что каждый из нас является искателем истины. По мере того, как мы укрепляем свою волю к поиску истины и веру в то, что мы найдем любовь в себе и в окружающем нас мире, мы также непременно откроем свою истинную природу или, другими словами, единого бесконечного Создателя. Как сказали Ра, ищущий ищет единого. Этот единый, как мы уже говорили, должен искаться сбалансированным и принимающим себя «я», который осознает как свои явные недостатки, так и свое полное совершенство. Покоясь в этом уравновешенном осознании, человек тем самым открывает себя для Вселенной, которой он является. Тогда световая энергия всего сущего может быть притянута этим интенсивным усилием поиска, и там, где внутреннее искание встречается с притянутой космической праной, происходит реализация единого. Во время наших сеансов ченнелинга конфедерация практически всегда предваряет каждый сеанс напутствием для ищущих о том, чтобы они хорошенько обдумывали послание, а затем при помощи собственной рассудительности определяли, что из услышанного является полезным и истинным для них, а остальное оставляли бы в стороне. Мы обращаемся с этими словами к читателям этой книги, призывая всех, кто читает слова Ра, подходить к ним с открытым, но разборчивым умом. И хотя ранее мы использовали слово «истинный», однако мы напоминаем вам, что вы и есть та истина, которую вы ищете. Никакое послание, философия или любая комбинация слов никогда не сравнятся и не заменят того, кем вы являетесь. Будьте благословенны на своем пути поиска единого бесконечного Создателя в себе, в своих друзьях и семье, а также в окружающем вас мире.